Привет, Александр. Мы сегодня будем обсуждать с тобой санкции, потому что ты имеешь непосредственное отношение к формулировке этих санкций. И сегодня по направлению Евросоюза было анонсировано, что под санкции попал Сбербанк, их отключили от Свифта, и военные, которые ответственны за резню в Буче, а также несколько телеканалов и российская нефть, от которой постепенно будут отказываться. Расскажи, пожалуйста, удовлетворены ли вы с украинской стороной такими санкциями? Ну, это, безусловно, большой шаг в правильном направлении, и мы, в принципе, довольны. Нефть мы уже долго обсуждаем, как и газ, но нефть – это правильное начало, потому что от нее легче избавиться Евросоюзу, ее легче импортировать из других стран, ну и, в принципе, она, соответственно, дает больше и доходовой части в бюджет России, так или иначе. Поэтому это абсолютно естественно, что с нее начинают, и это хорошая новость. Ну, а все остальное тоже идет в правильном направлении. Мы должны повышать градус, соответственно, давить больше на режим, потому что это единственный способ лишить его финансирования этой войны и лишить его возможности продолжать военные действия. Какие еще в идеальном мире, с точки зрения вашей идеальной картины, какие бы еще санкции вы бы хотели, чтобы были введены против России, санкции, которые бы действительно помогли каким-то образом ситуации, которая сейчас происходит? Ну, как я и упомянул, соответственно, мы ждем все по газу. Газ все еще импортируется, будет какое-то время импортироваться в Евросоюз. От него гораздо сложнее избавиться, потому что, ну, зависимость высокая, как мы знаем, особенно в странах, как Германия и Италия. Но в Германии особенность, 55% всего газа поступало из России, поступает так или иначе. Нету LNG-терминалов, потому что, ну, их никто не хотел строить. Сейчас, соответственно, начинают строить. Поэтому, ну, мы надеемся, что рано или поздно, в ближайшее время хотелось бы, но реалистичнее говорить о каком-то среднесрочном периоде, может быть, через год-два, они смогут отказаться и от газа. Ну, как промежуточный вариант, они могут наложить уже сейчас пошлину или тариф, как говорится, на газ, по сути дела, налог, и это поможет снизить сверхприбыль, которую Россия получает, продавая газ в Европу. Это была тоже очень важная санкция, которую мы ждем. Ну и, соответственно, потом или параллельно могут внедрять все больше и больше финансовых санкций. Вот сейчас Сбербанк, а потом можно и Газпромбанк. Сейчас пока это не происходило, потому что, опять-таки, происходила торговля с Россией, и импортировался тот же самый газ, и, соответственно, нельзя наложить санкции на эти банки, если через них идет расчет. То есть все взаимосвязано. А ты можешь, пожалуйста, попробовать для наших зрителей объяснить простыми словами? Ты работаешь в Напсовете Ощадбанка, это фактически эквивалент Сбербанка, но в Украине. Да, что значит сейчас отключение Сбербанка от SWIFT, от системы SWIFT, и сможет ли банк существовать там, в том виде, в котором он существовал далее? Ну, совершенно верно. Во-первых, немного экскурс по истории. Это был один банк еще в советское время. Соответственно, Ощадбанк – это и есть Сбербанк только Украины. Он так и переводится, Ощадный банк, то есть сберегательный банк. Вот. И, соответственно, он, по сути дела, наш самый большой банк по филиалам, второй по активам. Ну, и отключение от SWIFT – это, по сути дела, ну, немыслимая ситуация для любого нормально функционирующего банка в глобальной экономике, скажем так, потому что, ну, любые, с точки зрения клиентского, грубо говоря, предложения, все, что связано с переводами глобальными, там, транзакциями глобальными, это все отпадает. Мы знаем, что есть такое, как SWIFT номер, соответственно, многие даже знают свои счета через номер SWIFT. То есть все, что связано с транзакциями, как-то соприкасающиеся с международными торговлями, это все отпадает. С точки зрения вообще функционирования банка тоже очень многое сразу отпадает. Ну, например, выпуск облигаций становится невозможным, какое-то привлечение ресурсов извне, из других стран, через другие банки, которые также включены в глобальную систему финансирования, все это отпадает. Но, по сути дела, это такое полное отключение банка от какой-либо коммуникации с другими банками. То есть для этого, собственно, и нужна система SWIFT. Ну и полная ее изоляция. То есть, ну, наверное, есть страны, мы знаем, что есть такие страны, живущие в изоляции, но ничего хорошего экономически для них это не обозначает. Александр, скажите, пожалуйста, а как Россия и ее активы сейчас могут поспособствовать восстановлению Украины? То есть в ваших представлениях это деньги олигархов, которые застряли, соответственно, на Западе? Или что это, во сколько это может обойтись и сколько времени может занять вообще? Да, ну это хороший вопрос. Ну, мы, естественно, уже начали обсуждать возможные схемы восстановления Украины, плана Маршалла для Украины и с нашими партнерами западными.
И один из главных элементов, это, естественно, откуда берутся средства для этого плана Маршалла в будущем, какой источник этих средств. Ну, одна возможность, которую мы прорабатываем, это, естественно, то есть перевод средств замороженных активов олигархов на наши счета или на счета этого будущего фонда. Мне кажется, это вполне логично, разумно, справедливо, потому что многие из этих... И тут, кстати, есть соприкосновение с персональными санкциями, которые тоже вводятся сейчас в большом количестве. И это все логично, потому что, ну, так или иначе, эти элиты коррумпированные, они просто какие-то независимые предприниматели, как они хотели бы себя представлять всему миру. Они на самом деле, так или иначе, абсолютная часть системы, то есть абсолютная часть политики российской. И многие из них даже лоббировали решения, которые так или иначе разрушили или не позволили состояться независимым судам в России. Да? То есть интересы свои лоббировали решения против иностранных компаний, против конкуренции внутри России. Ну и, соответственно, сейчас мы видим результаты. Мы видим войну, абсолютное отсутствие какой-либо оппозиции в России. Если бы она была, соответственно, скорее всего, не было бы этой войны. И поэтому это в интересах как Украины, соответственно, для восстановления получить какие-то средства, ну так и для России в будущем. То есть эти люди должны стоять под санкциями постоянно, их активы должны быть направлены на восстановление как, собственно, компенсация. И в будущем российские граждане должны понимать, что коррупция не приводит к успеху, она, в принципе, не дает того результата, который бы хотелось иметь этим людям изначально. То есть так или иначе мы добиваемся очень многих полезных целей для всего нашего региона. Погоди, просто я правильно поняла, что вы требуете, чтобы, условно, яхта Дильбар, яхта олигарха Алишера Усманова, которая стоит, там, я не знаю, 500, 600, 700 миллионов евро, была продана с аукциона, а эти деньги были направлены на восстановление Украины, на восстановление чего-то конкретного или в целом экономики, ну, то есть вот прям конкретно яхты, деньги от продажи каких-то активов? Ну, смотри, конкретно про яхту мы, естественно, не говорим, и я не знаю про эту яхту. Звучит очень красочно, Хорошо. как пример, но в первую очередь мы говорим про самые ликвидные активы, которые можно легко арестовать. Они уже часто бывали и являются арестованными. Для них нужна, то есть тут нужна законодательная база. Это главный вызов, потому что во многих странах ее нет. Нету, по сути дела, механизма, через который можно было бы получить эти средства потом на счет нашего восстановления. Вот это очень сложно, поскольку, ну, так или иначе, западные страны защищают права собственности, делают это качественно, и тут как бы особый случай. Для этого нужно новое законодательство. Мы над этим работаем. В некоторых странах это легче, например, в Великобритании. В Евросоюзе гораздо сложнее. Вот. Ну, а яхта или не яхта, в принципе, все, что можно получить и легко продать, или относительно легко продать, нам и было интересно. Это, конечно, удивительно и очень волнительно. Я бы хотела посмотреть на то, что сейчас происходит в офисах, в каких-нибудь хоум-офисах этих олигархов, которые, видимо, сейчас будут пытаться каким-то образом свои активы спрятать. И ты думаешь, что это реалистично, да, сделать такое перенаправление средств, конфискованных у российских олигархов? Я думаю, это реалистично. Я тоже говорю с многими депутатами, политиками. Они это все внимательно слушают, записывают, начинают принимать какие-то законодательные акты. Например, в Канаде уже многое сделано, насколько я понимаю, в этом направлении. Поэтому я считаю, что это реалистично, это справедливо, это вполне логично. Опять-таки, ну то есть эти люди, они же не просто независимые предприниматели, они часть режима. Они, собственно, работали на режим и лоббировали его интересы. Поэтому они во многом и послужили, и помогли этой войне состояться. Но вот они и отвечают за это. Я считаю, ни в коем случае нельзя им по всем причинам сразу, моральным, этическим, ну, как и просто рациональным, там, грубо говоря, практическим, нельзя им позволить откупиться. Как бы эпоха олигархии должна закончиться. И это должен быть один из результатов победы Украины в этой войне. Александр, я знаю, ты сейчас в Украине, и я не могу тебе не задать вопрос. Я читала интервью твоего отца, Александра Роднянского, старшего продюсера, известного в издании «Холод», и он там рассказал про тебя, что ты был единственным в вашей семье, кто предсказал войну, кто был уверен, что война будет, и отстаивал эти позиции, а он сам не верил. Как очевидно, ты хорошо в этом разбираешься, хорошо понимаешь ситуацию, поэтому скажи, пожалуйста, как там изнутри Украины вам ощущается, когда закончится война, и каким образом она закончится, и сколько будет это еще продолжаться? Да, ну трудно сказать, когда она закончится, естественно. Я могу сказать условия, при которых она закончится скорее раньше, нежели позже. Эти условия понятны. Соответственно, нам нужно в первую очередь больше военной помощи. Мы ее начали получать, активных вооружений, ну, таких, что называется, наступательных
оружий, то, что называется по-английски attack weapons, offensive weapons. Вот, мы их получаем, артиллерию тяжелую и так далее. Нам нужно отстаивать наши интересы и получать контроль над нашими территориями, которые сейчас в оккупации. Ну а второй фактор, который скорее приблизит конец этой войне, это, естественно, давление экономическое на режим. Соответственно, санкции, которые сейчас уже вводятся, и лишение режима финансовых средств для того, чтобы активно продолжать войну. Вот эти два фактора, если они дальше будут в нашу пользу, скорее приблизят конец этой войне. Вот когда точно это произойдет, я не знаю, все-таки я настолько точно предсказывать не могу, хоть общая картина и ясна. Но очевидно, к сожалению, что этот режим, он никуда так просто не уйдет. Мы понимаем ментальность этих людей, они никуда сдаваться не собираются. Они будут искать дальнейшие способы эскалации. И тут, мне кажется, главный риск скорее не для Запада и не для стран НАТО, как там принято считать и бояться, потому что, в России, то есть режим не справляется даже с Украиной. Мы выигрываем пока, в принципе, войну, если всерьез на нее смотреть. Поэтому не думаю, что они захотят еще получить что-то от НАТО, но, безусловно, они постараются там максимально разрушить Украину и как-то всеми способами усугубить то состояние, возможность наша сопротивляться. Какое оружие они для этого будут использовать, трудно сказать. Я надеюсь, все-таки они не совсем уж потеряли разум, чтобы как-то там решиться на совсем невозможное. Но кто знает. Поэтому вот никаких хороших новостей у меня нет, и точной даты, к сожалению, тоже. Хочется, чтобы это раньше закончилось, но тут ничего сказать не могу.